Всем привет, меня зовут Виктория, добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня у нас будет распаковочка очень красивого аромата. Я надеюсь. Дело в том, что я заказала его вслепую, но по отзывам это что-то просто потрясающее. А еще у меня есть один аромат, который стоит гораздо дешевле, чем этот, прям гораздо дешевле. И по отзывам он просто практически один в один. Мне интересно, да, сейчас мы узнаем, можно ли сэкономить, да, и вместо вот этого дорогого аромата купить более доступный и при этом совершенно не потерять ни в качестве, ни в звучании аромата. Подпишитесь на мой телеграм-канал. Я рассказываю там о жизни в Испании, я рассказываю про парфюмерию оперативно, то, что мне понравилось, что я только что попробовала, про какие-то новинки и так далее, и так далее. И я туда выкладываю все видео. Если у вас не очень хорошо работает YouTube, то там вы найдете все видео. Не буду дальше томить. Аромат называется What We Do in Paris a Secret. Его автор Доминик Ропьон. К сожалению, его не тестила, как я уже сказала, но тестила вот этот аромат. Я вам о нем тоже рассказывала. Если вы смотрели мои предыдущие видео, то вот этот аромат Юб Левейн, он очень похож. Да? Вот сейчас мы узнаем, насколько похож и можно ли купить просто вот этот аромат и наслаждаться, да, сэкономив на покупке вот этого. Так как я заказываю, кстати, на рандеву, да, аромат с рандеву, и мне потом только привозит его кто-то из знакомых, друзей, родственников. То есть я просто так долго его ждала, и мне уже так не терпелось узнать, что же это такое, и я решила заказать его бюджетный собрат. Да. Сейчас мы узнаем, насколько вообще это его родственник. Там, по-моему, 160 с чем-то голосов, что за, и там 60, например, что нет, они не похожи. И я подозреваю, что те, кто говорят не похожи, это, скорее всего, в основном те, у кого есть вот этот аромат, и, возможно, даже оба. Потому что на самом деле различия, да, часто они бывают в каких-то нюансах, а еще частенько его надо прям поносить на себе, дождаться раскрытия в разных погодных условиях. И да, тогда ты понимаешь, что нет. А еще бывает, что, знаете, всегда можно найти какой-то похожий аромат на тот, который вам нравится. Но когда вам нравится какой-то прям вот нюанс, да, в парфюме, то никакой его другой не заменит. Даже сильно похожий, даже какой-то супер качественный дюб, который ну вот прям один в один. Все равно не будет этого один в один. Никогда. Вот в этом я уверена. Так, мне нравится упаковка. Мне, кстати, нравится вот эта вот упаковка. И название, что мы делали в Париже, это секрет. Мне почему-то сразу относят в нашу поездку с Ульяшей. Ульяша — это моя, ну, в общем, жена моего брата. Да? Я все время говорю невестка, все путаются, кто такая. Это может быть жена сына, и там, в общем, начинается. Ну, очень красиво. Очень красиво. И я, кстати, это парфюмерный якорь, который я ни разу не пробовала. Мне правда почему-то я вспоминаю эту нашу поездку в Париж. Просто было очень классное время, нам было очень весело. И у меня даже есть, кстати, парфюмерный влог оттуда. Все время ее вспоминаю. Время, счастливое время, в общем, было. Так, ну давайте же его потестим. Я хочу вот прямо вот сюда, да, здесь можно вот так вот сделать, и хорошо аромат раскрывается. Он похож. Прикиньте, он реально похож. Офигеть. Я, конечно, нанесу этот. Просто, да ладно. Я в шоке. Серьезно. У них отличаются пирамиды.
У них очень отличаются пирамиды, да. Там я думала, что, например, ну вот в этом аромате есть гелиотроп, и я думала, ну, может, и здесь есть гелиотроп. Нет, здесь он не заявлен. Шок-контент. Просто. Да ладно, ну такого быть не может. В общем, я вот в этом аромате чувствую такую вишневую газировку. Вишневую газировку. И вот здесь я тоже чувствую эту самую вишневую газировку. Она не заявлена ни там, ни там. Чувствую ваниль, чувствую пудровость, да, но я и тут чувствую ваниль и пудровость. То есть пирамиду вот этого аромата можно вообще не смотреть. Там что-то люди вообще писали на своем каком-то языке парфюмерном. То, что чувствуется, это вот то, что я описываю. Ваниль, пудра, вот эта вот нота ягодная, вишневая газировка. Я не ожидала, честно, я прям не ожидала. Возможно, да, когда я буду носить этот аромат на себе, возможно, я почувствую какие-то прям нюансы, но сейчас, и чем дальше он открывается, тем больше. Единственное, что вот сейчас я понимаю, что этот аромат громче. Так как он громче, вот этот я начинаю переставать ощущать. Угу. Но они очень похожи. Они очень сильно похожи. И такая вот пудровость, да, давайте не буду останавливаться, пудровость. Какая-то есть такая косметический аспект, кремовость такая небольшая, ну, вишневая нота, она не уходит. Вот не здесь, не здесь она не уходит. Этот громче. Вот этот вот What We Do in Paris is Secret, это этот аромат погромче. Наверное, он чуть-чуть типа шлейфовый будет. Потрясающе. Потрясающе. Я честно, давайте еще нанесем на салфетку, потому что все-таки химия кожи влияет. Давайте посмотрим, как аромат себя ведет, если вообще на него не влияет никакая кожа, ни температура кожи, ни ее химия. Давайте проверим. Ну, кстати, на старте вот этот аромат громче, а когда он начинает уже открываться, то вот этот вот громче звучит. Понимаете, тут есть такая специфическая нота, которую я называю газировкой. И что меня вот почему у меня глаза округляются, я ее чувствую в обоих ароматах. Она очень специфическая. Я вам вот честно говорю, что оба аромата очень классные, да, но этот стоит, да, я точную цену сейчас не могу вспомнить, заказывала его, я не знаю, это было давно, несколько месяцев назад, но, по-моему, он стоит где-то в районе 12-13 тысяч, мне кажется, вот где-то так. А вот этот аромат, он стоит, по-моему, допустим, на рандеву он стоит в районе 4000, а в Испании я вообще его купила в районе 20 евро. Что-то вот такая какая-то цена. А этот аромат, ну, конечно, здесь стоит, мне кажется, где-то 150-130 евро. Может, дороже даже. Потому что тут ниша очень дорого стоит. Скорее всего, даже дороже он здесь стоит. То есть здесь еще больше разницы между двумя этими экземплярами. Это, ну как это так? Он ощутимый. И тут появляется, знаете что? Вот сейчас появляется бальзам Толу. Я прям вспомнила, что он здесь есть. А этот аромат очень тихий стал. Он мне, кстати, да, у него и правда, он звучит, смотря какая погода, да, если не жарко, прохладно, если холодная кожа, как у меня, то он может где-то до 6 часов прозвучать, но и то уже в конце ты его чувствуешь, если вот только вместо нанесения носом уткнешься, но в шлейфе его уже нет. А вот этот, он такой, он прям шлейфит. Да, по техническим характеристикам однозначно этот аромат выигрывает. И база тут такая уже насыщенная, она прям ощущается, а здесь аромат как будто бы он выветривается, не держится ни на чем.
Но старт просто меня поразил. Ну, то есть, если вы готовы обновлять аромат, а за эти деньги можно его обновлять каждые 2-3 часа, то да, он похож. Тут есть белый мед, тут есть личи, тут есть цитрусы в верхних нотах, но все это вместе вот просто для меня чувствуется как вишневая газировка. Никуда от этого не денешься. Гелиотроп, наверное, тут с ванилью придает такую пудровость ванильную. И в базе вот этот самый Толо бальзам, он, конечно, с остальными нотами, которые находятся в базе, он такой густоту придает, он очень хорошо держит аромат. Да, в общем, мне очень нравится, мне и этот просто, я в восторге была. Но вот единственное, что у него, конечно же, уступает стойкость и шлейфовость вот этому аромату 100%. Поэтому не зря я все-таки этот заказала. И сейчас вот опять это моя проблема, да, проблема с бюджетным ароматом. Я когда буду открывать свой парфюмерный шкаф, ну, вы понимаете, да, экономить мне в принципе аромата смысла нет, они у меня не заканчиваются. И что же я выберу? Ну, я не знаю. Зачем я тогда вот это заказала? Ну, цель моя была все-таки, да, приблизить мою встречу вот с этим ароматом. И, в принципе, я это сделала, потому что они, правда, супер похожи. Не знаю, может, я кому-нибудь этот задарю, потому что аромат очень качественно, очень красиво звучит. Даже, возможно, он там настоится через годик и будет держаться прям так стабильно, 6 часов однозначно. Прям, может быть, и шлейф у него похвостать и появится. Но сейчас, конечно, есть он, просто он такой становится акварельный, а этот прям набирает такую силу, база набирает, да, такая густая. И она очень хорошо чувствуется. Ну, я прям люблю этот аромат уже, потому что я его хорошо знаю, я его, считайте, вот в этом виде носила, так сказать, с его родственником, да, уже давно знакома. Поэтому я прям молодец. Я не ошиблась, потому что я его вслепую заказала. Я очень хорошо себя поняла. И мне этот аромат нравится больше, чем Messy Sexy и там, сами понимаете, продолжение от этого же бренда. Я все-таки рада, что я остановилась вот на этом аромате. Он необычный, он очень-очень выделяется среди всех подобных ароматов. Он такой притягательный. И вот это сочетание пудровости, ванильности и вишневости, причем вишня необычная, это очень-очень круто звучит. Я просто описываю практически этот аромат. Но да, Толо бальзам. Кстати, Толо бальзам, я эту ноту узнаю. Я ее чувствую. Эта нота есть у меня в Angels Dust от Франческо Вьянки. Она ощущается. И эта нота прям, вот, я никогда не думала, что эта нота может быть вот такой привлекательной, такой какой-то чувственной. Очень-очень красиво. Ну, в целом, в общем, я рада. Я рада. Зачем я это упаковываю обратно, я сейчас не понимаю, потому что я его собираюсь носить. Поношу, кстати, вам напишу в Телеграме, подписывайтесь на мой Телеграм, напишу в Телеграме, как он себя ведет, вот именно когда его на себе носишь, в шлейфе, и насколько они вот с этим на бумажке, вот здесь вот на салфетке, они просто вообще один в один, да, еще салфетка, так как салфетка, ткань, они всегда лучше держат аромат. И вот тут они одинаково звучат по громкости, по стойкости. Ну, вот так вот, друзья. Вот такой вот получился у меня обзор моего нового аромата, который я, оказывается, уже знаю. Не могу. Смотрю на эту картинку, Ульяшка, если смотришь, вспоминаю нашу поездку. Это было очень круто. Это мы с Ульяшкой так вот стоим. У нас просто еще был
номер, и мы часто выглядывали в окно, смотрели по сторонам. Знаете, как какие-то иногда детали почему-то запоминаются, не какая-то вот такое событие, а, какое-то развитие сюжета там, а вот просто какая-то деталь запоминается. Я помню, как мы заселились в номер, как мы смотрели как раз там вот такой же похожий балкон, мы смотрели с этого балкона по сторонам, куда у нас выходят окна, и какие-то вот эти вот врезаются в память, и потом триггеры такие появляются. Вот. И халаты у нас были там в номере. Прям мы так в халате выглядывали, смотрели, что там происходит на улице. Так что я этот аромат люблю еще вдвойне. Это такой необычный якорь, который якорит не самим даже ароматом и названием. Ну, короче, друзья, я могу однозначно сказать, что этот аромат намного более стойкий и более шлейфовый, и у него база такая густая, на ней держится хорошо все, что заявлено в пирамиде, а тут, к сожалению, все начинает прям сходить на нет. Я чувствую еще этот аромат, я его чувствую, но в параллельном затесте прям ощущается, насколько этот более стойкий и шлейфовый. Вот, все, спасибо, что были со мной, спасибо, что заглянули ко мне на канал. Я продолжаю свой путь к более светлым волосам. И на самом деле вот то, что вы сейчас видите, это я не красилась больше, это смылась с меня тонировка, вот, которая была на предыдущих видео. Вот такой вот сейчас цвет. Мне, кстати, очень нравится. Я решила уйти от окрашивания, мелирования, от порошка вообще уйти. Я поняла свою огромную ошибку, что я пыталась, да, как-то бороться с пористостью волос, тем, что вот они вот так вот дыбом стоят, всякими средствами какими-то и так далее. А на самом деле мне надо просто перестать обесцвечивать волосы порошком, потому что это усиливает, конечно же, их пористость. И вот в этом климате это для волос просто фатально. Я не могла их уложить. У меня была проблема, что у меня просто они вот все время, я купила утюжок и поняла, что я становлюсь просто зависимой от него, да, я не могу остановиться, я каждый день начинаю эти волосы выпрямлять. Конечно, они выглядят лучше, но я понимаю, что в какой-то момент они просто начнут у меня отваливаться, они начнут быть сухими, ломкими, неприятными. Еще проблема на самом деле в итоге станет еще хуже. Утюг использовать, там, не знаю, раз в неделю, раз в 2 недели вообще норм, но я каждый день. Я прям не могла себя остановить, потому что это настолько красиво, когда ты их вытягиваешь, и когда вот они вот так вот красиво лежат, блестят, и даже не сильно, да, влияет на них эта влага. Я просто поняла, что я сейчас испоганю себе все волосы, и я приняла решение, что мне надо что-то делать, и стала узнавать, и нашла информацию. Казалось бы, да, эта информация должна была быть мне известна намного раньше, что мелирование, обесцвечивание порошком, оно усиливает пористость волос, да, и уже мне сделать самой вывод, да, для себя, что в таком влажном климате это большая проблема. Это большая проблема, и надо уходить. Да, я не собираюсь осветляться, потому что, ну, белые пряди, да, вот то, что делает порошок, не сделает никогда краска. Но мне и не надо. Я поняла, что я не хочу быть какой-то платиновой, холодной блондинкой. Мне нравится такой теплый цвет. И я собираюсь, может быть, еще на тон, может быть, на 2 осветлиться. Но, в принципе, мне уже и вот так нравится. Это волосы, я когда их покрасила, и вроде, казалось бы, я их покрасила, они настолько мягкие, они настолько шелковистые. Это просто что-то потрясающее. Я понимаю, что просто моя вот эта вот кутикула, да, она заполнилась краской. Она заполнилась краской, и волосы стали по качеству лучше, да, от окрашивания. Естественно, окраска портит волосы. Родные, да, родные теряют, но зато настолько приобрели вот эти вот пустые и обесцвеченные. Я решила, что все, я к порошку не вернусь. Ни в коем случае нет, я не хочу. Не знаю, что может произойти, чтобы я опять это сделала с волосами.
Может, только если в другой климат перееду, и там не будет этой проблемы. Вот. Даже вот я смотрю, как они блестят. Выбор очевиден. Все, друзья, спасибо, что были со мной. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Будьте обязательно счастливы. Я всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.